С новосельем. Она шла, все горит везде. Прям на площадку. Это уже посимпатичнее. И тишина, и он не идет. Всем большой привет! Сегодня мы сходим в гости к дяде Вите и тете Ире, людям Смирнова, которые потеряли жилье, а теперь получили квартиру. Порадуемся с ними вместе этому событию, пообщаемся с ними и обязательно вам все покажем. В 75-м мы посмотрели, какой Куда запах наш? Запах ремонта. запах мова. Да нет, какой запах. Да, краски. Тетя Валь, кому в гости идем? Идем до Вики Пухи с Ирой. Дядя Витя, которому Да, который со осколками. осколок попал в легкое. Так что это еще не так уж и высоко. Лифт будет работать? Ну, будет. Будет все хорошо. Потом, попозже. Здравствуй, Яночка. Здравствуйте, Давид. Направо. О, здравствуйте. Пожалуйста. Тетя Ира. Даже уже, видите, потратили деньги, которые нам заплатили. Приобрели Тапочки. шкаф. А бывает что-нибудь, да? Ну, рассказывайте, на помощь, которую выделили, да? это За то, что потерю детей имущества мне, купили вот шкаф. Мы вдвоем, да, сыну отказали 200, пока. получается, дали, да? 200 тысяч. Хорошо, хорошо. Да, сыну и 8 ей не дали, хотя мы все вместе жили. Жили с детьми, им не дали, дали только вам, Да, да? она жила 7 ребенок потом. Дядя Вить, ну показывайте свое жилище что? новое. Ну, давайте. Обои, да? Обои Ну, здесь ой, везде. везде одинаковые. Вот зал. Одинаковые, да? Да, мы сразу, получается, мы только получили, через неделю дети приезжали к нам в гости. Вот это. Мгм. Ну хорошо, у вас уже. Вот так. Видно, что живете, да, как-то более обустроено. Это зал, по-моему. Это Да, зал. это зал. Временно я пока тут кочую. Временно пока. Это Но он живет теперь. детская спальня. Это детская получается. Да. Да, я Когда дети были, тут телевизор. это их велосипед выжил в войну. Хорошо. Еще с подвала. Балкончик. Это все тут было. Полотенцесушилка, хорошо. Все Это уж я. Идите дальше. В зале были. Так, вот еще спальня. Трехкомнатная у вас получается, да? вот еще одна спальня. Хорошая. Да, как раз только вчера еще даже не толком и начала решать гардины, там номерам покупала девочка. Сильно дорого. Здесь у вас уже прям уютно, видно, что Это обустраиваетесь. тоже, а то давно. наш на базе, там Витя работал охранником, мы там арендовали сюда на лето, и у нас вот старые вещи оставались там в домике. И вот это мое, оно так и осталось. Сохранилось, да? Сохранилось. О, Эти хорошо. старые тумбочки, это старые кровати, это. Ну как взяли, где люди дали, помогли. Кто-то Хорошо, холодильник, хорошо. Да, кто-то это все старенько. Ну, нормально. А за те деньги, которые были, вот мы смогли. Здесь у нас А дети приезжали в гости тоже. туалет. Да. Санузел Большой, еще один. Да, большой, да? Да. По 2 санузла в квартиру. Два сауна. Хорошо. Не, ну там Ванная еще? ванная, Ванная. да, а тут туалет, все Туалет вообще. А, это раздельно, Ну, да, бойлеры и ванные здесь. А, это два в бойлера. однокомнатном, там совместно. Да. И осталась И последняя осталась кухня. кухня. Да. Да, Павловна. Ну, вы первый. Проходи. Нет, спасибо. Там только вчера привезли. Вчера привезли, да? Вчера привезли. Поздравляем. Спасибо. А какой еще? Вам нравится квартира, которую вам дали? Ну, конечно, нравится. Ну хорошо, это вы видели, что И вот еще один балкон. Выход на другую сторону. О, прямо на площадку. Ух ты. Прямо на площадку. Это уже посимпатичнее. Парковки много, да? Парковка Там большая. еще одна площадка. Это дом построили на месте другого? Нет, Рядом просто, да? это здесь просто была, как говорится, земля. Здесь построили и вот эти два дома. Это Воронеж строил. Воронеж? Да. Ух ты. Это воронежские строители построили. Так что Это для ложек. Раз видишь, Для ложек серая, у нас и зернила. кухня будет серая. Да? Но О, покрывало, отлично. конечно, не зелень.
А ну, Сын, давай мы с тобой. Как раз покрывала у меня нету. Вот тут Покажем. один плед не садится. Красивые покрывала, конечно. Ну, теперь осталось вот кухню. Что? Как довезу. Красивые. И, И все, полный комплект. Иди на как лавочку. говорится. Ничего Мелочи, страшного. да. Тетя Ира и дядя Витя, мы вас поздравляем с новосельем. Мы рады, что вам дали квартиру, что теперь у вас есть крыша над головой. Да, мы тоже рады. Мы плакали сразу. Плакали, да? Мы желаем, чтобы у вас здесь была счастливая, долгая жизнь. Пожалуйста. Дядя Витя, Ирина, это вам 5000, чтобы вы купили что-нибудь в дом на память от нас. Спасибо большое. Пожалуйста. Мы тихонько с вами. Мы в гостях у тети Иры с дядей Витей. Это страшно, очень страшно. Это передать словами невозможно. Каждый раз, когда оно летит, и ждешь, когда к тебе прилетит, долетит или перелетит. Первый раз прилетела к соседям в курятник. Полный двор у нас, оно сразу дым, а мы готовили кушать с мужем на улице. И непонятно, дети в доме, внуки. К нам прилетело, не к нам прилетело, страшно очень. Пока все дым развеялся, муж побежал, посмотрел, слава богу. Они за нас там переживали, что мы на улице, а они за нас. Бывало, летает коптер, а мы там беседки как раз готовим кушать. Раз сразу мина летит, сразу летит. Вот так готовишь кушать на этом, на костре, падаешь на пол, пока не приготовишь, 100 раз упадешь. Наплачусь, а надо готовить, потому что семья, 2 внука. Такое было страшно, это было очень страшно. У тети Иры с дядей Витей все-таки дом разрушен полностью. Где вы были в это время? Ну, сразу мы долго сидели в доме, потому что наша девочка, она не спускалась в подвал. Сын с семьей, со своими внуками спускались в подвал, они там сидели, холодно, капает с потолка, холодина. Мы там и сделали, ну, там навесы, и застелили, и в одежде, в сапогах, это в одежде, все вот это вот. А Марина наша не спускалась, я с ней сидела в доме, пока возможно было. А когда первый раз прилетела именно к нам, мы были на улице, тоже готовили кушать, а дети были там, и сын ее как раз говорит, иди сюда. А оно прилетело как раз во двор и осколками выбило окно в спальне и осколками прошило все, аж несколько комнат. Все это выбило, и потом осколок я в ее одеяльце нашла уже здесь. Уже когда все, уже после войны, когда уже Марины не стало, уже похоронили все, а осколок тогда бы еще, если бы он ее тогда не забрал, она бы еще тогда умерла. И вот такой огромный осколок, оно же раскаленное все. Марина – это дочка тети Иры с дядей Витей, которая болела. Ну, она просто инвалид детства. Рассказывали нам тетя Ира с дядей Витей, что они спасли соседей. Расскажите, как это было? Ну, сильные были прилеты, слышные были, очень громко. Оно непонятно, где прилетело. Рассмотрелись, соседний дом вроде как кажется, как к ним прилетело, а дом стоит целый. Потом смотрит муж, покосилась труба на пристройке, на леднику. Пойду я посмотрю, она вроде притихла, и он обошел через другой двор там и заглянула, у них там, но он же не приходил долго, я же никуда не ходила, я с дочерью. Вот его долго очень не было. Потом пришел рассказывать, что когда зашел, там все разрушенное было, все дымится. И сосед, который рядом только, с другой стороны жил, он говорит, ты их там придавила. Витя начал сам раскапывать, не мог. Позвал этого же соседа, Леонида, и вот они вдвоем там стеной накрыла их в подвале, и вот они их вытащили оттуда. Там получается тоже, говоря, как мы, женщина и мужчина, бабушка, дедушка, ихняя дочь и внук. И вот 4? 4 человек. 4 человека спасли Да, и вот соседей. они вытащили их, и, ну, а жить нет. Сразу немножко посидели чуть-чуть у нас там. Пытались еще что-то спасти с обломков, а прилетело, и дом сгорел. Горел всю ночь. Ну, они там у других людей сидели. Как только их достали, через час-полтора прилетел снаряд, и их дом сгорел. Если бы они их не достали, они бы погибли. Они сгорели потом даже. Тетя Ира, а как получилось, что у вашего мужа ранило, осколок попал Ну, в это легкое? 2 апреля сильно очень, получается, летела постоянно летела вообще без перерыва. Потом какой-то треск был такой. Я говорю, открой подвал, вы просто выглянь, посмотри. Я потом себя проклинала за вот эти слова свои. А он открыл и пошел.
открыл и пошел. А ну, получается, там, когда был прилет, сильно открыла ворота гаража, он пошел, закрыл их, еще что-то. И потом раз прилетела одна мина, и были мины разрывные. Вот она раз, и потом хлоп-хлоп. А он не возвращается. И мы уже кричали ему с подвала. А потом одна разорвалась вообще. Я слышала, что она у нас во дворе, близко. И тишина, и он не идет. Потом через время он спускается, и я смотрю, у него капли пота. И он говорит, у меня что-то за спиной. Он поворачивается, потому что начали, а там воздух уходит со спины. Я поняла, что это легкие пробитые, осколок легких так остался. Но доктора говорят, нельзя доставать. Оно уже там, просто сказали сразу поберечься, резких движений не делать, чтобы оно не ссуло. Оно нормально все, пока бережется. Что делать? А он пошел, да, и говорит, я услышала, что пытался в дом заскочить, но не успел. И говорит, как обдало горячей волну в спину. Но Теперь- все хорошо, да, с дядей Ну, Витей? Он теперь всё поправился очень хорошо, и да, вроде бы он, как... Да, выздоровел. всё всё, хорошо. Да, осколочек, все нормально. Просто очень тяжело было. Люди помогали друг другу. Вот в такой беде жили вот мы с соседями. Этих, которых спасли, они потом в другом доме жили, они прибегали, нам то оладики принесут, кто-то яблок, кто-то кому-то. Мы орехами всем делились, потому что у нас орехи там большие, хорошие, мы всем орехи раздавали. Так вот и делили всем, водой, едой, у кого что было. Была крупа пшеничная, и вот этот Леня, который помогал Вите доставать этих соседей, он смолотил это ведро, разделил напополам. Хотя бы собак тоже ж надо было кормить, вот это все. Топили снег, фильтровали, пили эту воду. Очень страшно, это очень страшно. Эти прилеты, сидишь, цепенеешь, невозможно, это ужас, это просто страх. Пережить никому не желаю, мир нужен только. Она шла, все горит везде. На этих дорогах вот эти ямы, да, вот эти все дома горят. И она шла беленькая, сердце не выдержит. Дочка у тети Иры, которая инвалид с детства, когда уходили по дороге, что-то произошло с сердцем, по всей видимости, да? Не выдержала. Руки белые уже стали, все, да. Они увеличены, оно с детства было. Ну, уход был хороший, она у нас жила. Мы ее все очень любили. Не смогла дойти, да? Куда вы Ну, мы пытались шли укрыться там и убежать? туда, где сын вывез детей, там было более тихо. И вот мы хотели туда пройти. Да, нам По дороге. по Ее дороге не была стало. по дороге. Просто. Я в какой-то момент поняла, что ей было совсем плохо, мы просили людей воды, нам вынесли, а она уже не пила. Я ее спросила, тебе что-то болит? Она так помахала головкой, все. А добрые люди помогали, люди шли своими чувалами, у которых все горело тоже. Возвращались во двор, вернулись, взяли тачку, помогли нам ее везти, потому что Витя аж с осколками раненый. И где-то в чужом огороде. Да, мы Да, и похоронили похоронили. сразу. Мы когда везли, там потом Витя раненый пошел туда, где сын сказал, и сын со своим другом, и прибежали, вот это нам навстречу шли, а мы с кумом с нашим тащили эту тачку вдвоем. Я как помню, через путя не могли перетащить. А ну уже опять начался обстрел, стреляют, это очень страшно, все горит. Притащили, потом мой сын сам хоронил свою сестру. А я с Витей сидела, прощалась с ней, так, но мне не пустили меня когда туда. И через 2 месяца мы с Витей вернулись после ранения и перезахоронили сами. Тетя Ира, ну мы вам сочувствуем в вашей утрате. Спасибо. Я думаю, что даже вот такие истории, они не передают всего ужаса того, что было. Это очень страшно, очень. Я даже не могу, я просто знаю, что уже, наверное, такое никогда не переживу. Это пережить я никому не желаю. Это очень. Главное, чтобы наступил мир, чтобы все это закончилось, люди могли Я просто хочу жить. только мира, добра всем, счастья, всего только самого хорошего. И спасибо, я на своем пути встретила столько добрых людей. И с раненым Витей, когда мы выезжали, без копейки денег, без ничего, у нас ничего не было. Просто люди помогали всем, чем могли. И вывозили его раненого, и бежали медики по дороге, встречали. И сразу мне доктор сказал, мы его вылечим. Я тоже не знала, выживет он или нет. Не дочь, потом муж. Ну, слава Богу, как есть. Внуки живы, муж жив, сын жив. Живы, самое главное. Да, только Риточка. Ну, А теперь мы в гостях по поводу их новоселья, что у них новое жилье, и это всегда дает какую-то надежду, что все будет хорошо, да?
Да, буду надеяться, внуки вырастут, закончат школу, выучатся и вернутся сюда, в Мариуполь. И буду Но ждать. пусть так и будет. Да, буду ждать. Хорошо. Да, старший внук уже наметил, там он у нас художник, и его там без экзамена взяли в художественную школу. Он тут. И он уже там архитектурный хочет поступить. Я говорю, закончишь, переедешь в город, будешь строить. Так. Хорошо, хорошо. Вас благодарим за гостеприимство. Я вас благодарю всех. И вашу команду, и просто всех людей, неравнодушных, добрых, просто людей. Всем огромное спасибо. Хорошо. Спасибо всем, Спасибо. кто принимает участие в помощи людям. Потому что да, просто поддержка словами и финансово, это очень это много. Это очень. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Давай, Ирочка, пока. Как вас зовут? Ирина Витя. и дядя Витя. Это ваш дом? Да. Ну, был. Да. Мы выжили там в подвале. Вы жили в подвале? Да, В сарае. да. А тут все сгорело. И машина сгорела, и все. И дочь умерла по дороге, сердце остановилось. Пожалуйста, держитесь. Дядя Витя, держитесь. Тетя, ну все, я с вами буду прощаться. Я рада, что мы могли вам хоть немножко помочь. Я снова говорю большое спасибо всем добрым людям, которые не остаются в стороне, а принимают участие в нуждах других людей. Спасибо вам большое за это. И всем хорошего настроения и пока-пока.